Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Заброшенные квартиры скрывают много находок из прошлого. Вещи, фотографии и даже письма. Возвращаясь в подобные дома в третий, в пятый, да неважно в какой раз, всегда находишь что-то новое. В этот раз на полу среди кучи мусора я обнаружил серию любовных писем из 70-х годов. В возрасте 20 лет местный житель Айвар попал в тюрьму и переписывался с девушкой Леной, которая ждала его 3 года. Приятного просмотра! Не приду к тебе и не во сне, и не наяву. Уходит твоя любовь. Держи и позови, пока не поздно. Еще один брошенный квартирный дом. Здесь я уже бывал. И вот, спустя полгода я решил вернуться. Квартир здесь много, однако далеко не все уцелели. Обожаю этот звук. Компот 98-го года и варенье 2001-го. Кухня. Огурцы стоят. Или не огурцы. Не хочу проверять. Какой же здесь погром. Полгода назад здесь было лучше. Телевизор Фотон и радио. Радиотехника Ригонда. Интересно. Ух ты! Вот он. Проигрыватель пластинок. Какая красота! В общем, этим летом ко мне в гости приезжал один популярный видеоблогер Толяныч. Мы вместе с ним ходили в этот дом, и пока он снимал видео для своего канала, я нашел кое-какие интересные письма в одной из квартир. Только вот в какой? Снова кухня. Какой же тут везде беспорядок. 2007. Этаж выше.
Снова кухня. Припасы кое-какие. Рига на старинных открытках. О, что это за монетка? Похоже на какой-то жетон. Здесь фотографии. Рига на старинных открытках. Фотографии появились в 1870 году. Ну-ка. Старый город. Центр. Эти узкие улочки. И старинные дома. Вот это интересная находка, конечно. Купеческая улица. Это что, конец позапрошлого века вообще? Кстати, многие из этих домов до сих пор есть. Это говорит о том, что тогда строили весьма добротно. Парк. Еще старый город. Да уж. Трамваи. Старинные. Политехнический институт. Театральный бульвар. Домский собор. Какой же красивый город все-таки. Здесь немного странный запах. Пахнет бездомными. Стоп. Не может быть. Ну нет же. Это одежда там лежит. Блин. Просто ночь на дворе. Еще запах здесь неприятный. Не то чтобы прям сильный, но как будто запах бездомных. Мне на секунду показалось, что там кто-то может быть. Салат 2018. Окурки. А вот интересно, если 5 лет назад здесь жили бездомные, мог ли остаться запах до сих пор? Фух, блин. Это туалет, причем общий. Я так понимаю, на вот эти 2 квартиры. Здесь хоть и беспорядок, но квартир с чем-то интересным десятки. Да, это та самая квартира с письмами. Вот и они.
Итак, здесь несколько писем. Любовная история из прошлого века. Во второй половине 70-х годов в этой квартире жил Айвар. И переписывался он с Леной. Писем оказалось куда больше, чем я видел в прошлый раз. Я их разложил по годам. Начинается история в октябре 1974 года. Айвар, поздравляю с юбилеем 18 лет. Лена. Следующая открытка уже из 1975 года. Айвар, поздравляю с днем именин. На латышском языке. Ведь дружба может перерасти в большую любовь. А потом, когда ты выйдешь, мы с тобой встретимся и обо всем поговорим. Будем говорить день, ночь, еще ночь, пока не наговоримся. Вот и все. Сегодня 1 января 1976 года. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе, чтобы все твои мечты исполнились. Ну что ж, наверное, это и все. Письмо это слишком толстое, я передаю его через твоего отца. Если ты можешь мне писать письма до востребования на почту, то это было бы хорошо. До свидания. Постараюсь тебя увидеть, если смогу. Пиши, не забывай. Очень жду твоего ответа. Город Рига, Лена. Если в 1974 году Айвару стукнуло в 18, а в 1976 году он попал в тюрьму, то это получается он сел в 20 лет. Привет, Айвар. Сразу говорю, что я очень злая. Что ж ты мне не пишешь? Не поздравил с Новым годом? Что же это все значит? Может, ты хочешь начать все сначала, как в те далекие времена? Ты задерешь кверху нос, а я буду бегать за тобой. Айвар тебе это, Айвар тебе то. Не выйдет, не те времена. Какой же я была дурой. Была раньше и до сих пор. Ходишь по городу, идешь на работу и все думаешь об Айваре. Это ему надо было бы купить, и это надо было бы. А может, у него это есть. Все думаешь о тебе. А ты? Эх, какая же я дура. Надо выкинуть все из головы и начать новую жизнь. Ну, конечно, ты ведь не будешь на голову ниже. Тебе же гордость не позволит побежать за кем-нибудь или позвать. Так вот, если наша переписка не возобновится, что все возможно, так как все в твоих руках, я постараюсь все забыть и не тревожить тебя, высокого самолюбца. Не приду к тебе и ни во сне, и ни наяву. Уходит твоя любовь. Держи и позови, пока не поздно. Город Рига. Всем этим ты отталкиваешь меня от себя. Очень жаль. Тебя больше вообще я не интересую. Айвар, твоего отца я не могла поймать никак дома. Поэтому шлю это письмо по почте и с большим опозданием. Надеюсь, ты его получишь. Жду очень твоего ответа. Пиши, Айвар, быстрей. Здравствуй, Айвар. С приветом и массой наилучших пожеланий к тебе, Лена. Письмо твое получила давно, но не торопилась дать тебе ответ. Причина в том, что я не знаю, что тебе ответить. Да, Айвар, ждать я тебя не буду. Напомню, Айвар сидит в тюрьме. Но ведь переписываться мы с тобой можем, по старой дружбе. Или ты не хочешь, чтобы мы были друзьями?
Понимаешь, мне сейчас очень трудно что-либо тебе сказать конкретного. Все на меня свалилось, как снег на голову, а в этом деле, в нашем с тобой, спешить нельзя. Надо все обдумать. Насчет моего парня могу тебе сказать. У меня его пока нет, потому что он живет в Подмосковье. Так что у тебя с ним одинаковые возможности претендовать на меня. Я даже ему не пишу. Да, я не знала, что ты можешь сразу раскиснуть. Если ты там, то ты уже и нюня распустил. Я не знала этого. Я думала, что ты мужчина. Что ты не остановишься ни перед какими трудностями. Если сильно любишь, то можно добиться всего, несмотря на никакие трудности. Видимо, ты просто увлекся мной, ведь я тебя любила, поэтому пишу такие письма. А сейчас я никому не принадлежу. Я свободна. Понимаешь, свободна. С кем хочу, с теми пойду, куда хочу. В общем, что хочу, то и делаю. Такова моя жизнь. Правда, с родителями не лажу, часто с ними ругаюсь, но это терпимо. Сейчас я уже на практике, работаю в фотоателье. Работа очень нравится. В этом одном моя радость и утешение. Большое тебе спасибо за стихотворение. Мне оно очень понравилось. Мне очень трудно тебе писать. Ты обманывал меня, я это знаю. А сейчас не знаю даже, верить или нет твоим словам. Ты знаешь, я боюсь, пока ты сидишь, ты думаешь и делаешь одно. А как выйдешь, все пойдет по-старому. Этого я боюсь больше всего. Ты пишешь, что если я дождусь тебя, то мне будет стыдно за тебя. Нет, это не так. Не в стыде дело. Ни перед кем не стыдно. Ни перед друзьями, ни перед родителями. Просто родители никогда не будут согласны, чтобы я была с тобой. Но если пойти против их воли, то можно сделать все. Айвор, напиши мне, пожалуйста, какую-нибудь песню, которую ты пел раньше. Я тебя очень прошу. Ну а теперь все. На этом кончаю писать. До свидания. Жду от тебя быстрого ответа. Здравствуй, дорогой Айвор. С приветом и массой лучших пожеланий к тебе, Лена. Письмо твое получила с большим нетерпением. Я думала, что больше мне не ответишь, но все-таки дождалась. Айвор, почему ты не пишешь? Что у тебя болит или чем ты болеешь? Может, нужны какие-то лекарства? Так ты напомни, я достану. Большое спасибо за поздравления, за красивую открытку. Айвор, чтобы ты мне больше не тянул с ответом, а отвечал быстро и обязательно. Напиши, что с тобой. Наверное, тебе было ужасно плохо, что ты даже письма не мог написать. Моя жизнь идет нормально, живу, работаю, все как и полагается. Как хочется увидеть тебя. Это можно сделать? Но, наверное, позже. Сейчас карантин по гриппу. И каким путем можно устроить свидание? Напиши мне. Айвор, ты по-прежнему куришь? Напиши, что тебе вообще надо, и я принесу или передам через отца. Только обязательно напиши, не стесняйся. Тебя я не видела почти год. Как быстро летит время, а мы стареем. Кошмар. Летит время, а мы на месте. Что за жизнь, Айвор? Попрошу открыть тебе некоторые твои тайны. Например, где вы работаете и что вы делаете. Если можно, конечно. Но вот и все, что хотелось написать. Как твой голос? Будешь ли ты петь и играть как раньше? Айвор, что ты со мной делаешь? Ладно, может, перетерплю еще 2 года. До свидания, пиши. Надеюсь, ты ответишь быстро и на все. Пиши обязательно о своем здоровье и поправляйся. Спасибо за стишок.
Из письма я понял то, что в 75-м году Айвар сел в тюрьму на 3 года, получается. Здесь очень красивое стихотворение. А на обратной стороне я начинаю сомневаться, пишешь ли ты сам мне письма? Начало одним почерком, а конец другим. Странно и все подозрительно, но ты держись, заяц. Ну вот и все, до свидания. Когда станет невмоготу, пиши. А я думаю, что тебе станет невмоготу сразу, как получишь это письмо. Еще раз до свидания, с приветом, Лена. Здравствуй, Айвар. Письмо твое получила и даю ответ. Признаюсь честно, меня не очень радуют твои письма, особенно последние. Ты меня упрекаешь, а ведь на это ты не имеешь никакого права. Моя жизнь идет нормально. Сейчас отдыхаю. Прошу тебя, не огорчай меня в своих письмах. Ведь, наверное, ты мне приносишь больше горя, чем радости. Если было бы наоборот, то я тебе и слова сказать не могла. А ведь так нет. И не думай, что я еще кому-то пишу. Ведь это нелогично, подумай сам. Я твоих друзей не знаю. Это первое. Второе. Мне кажется, что ты пишешь шаблонно. Если это так, напиши. Я все пойму и дам тебе ответ. Ведь никогда раньше ты меня не ревновал, так как я была безразлична. А теперь вдруг ревнуешь. Все, что ты пишешь, третий лишний. Не хочу мешать в жизни. Это некрасиво звучит. Не знаю, можно ли тебе доверять, верить как настоящему человеку. Пока что по твоим письмам этого не видно. Ты много видел в жизни, думал о ней. И я удивляюсь, неужели ты меня когда-нибудь не сможешь понять? Ведь жизнь идет вперед. И если она окончилась для кого-то, кого я пытаюсь втянуть в нее, а он не хочет, то я не виновата. Я уже не та легкомысленная девочка. Я постарела, поумнела. У меня была мечта. Это был ты. Не губи ее, я прошу тебя. Когда ты выйдешь, я обязательно хочу поговорить с тобой. Оценить твои трезвые взгляды. Интересно, моя мечта останется или уйдет? Это зависит от тебя. Моя мечта — это ты. По крайней мере, была. А вот будет ли — это вопрос. Ну, на этом кончаю. Большое спасибо за письма. Пиши, я жду. На этот момент могу предположить то, что Айвару и Лене около 20 лет. С приветом к тебе, Лена. Письмо я твое получила. Большое спасибо. Мои дела идут нормально. Меня отзывают с общака, так что я работаю и времени свободного мало. Поэтому задержалась с ответом. Я все чаще начинаю задумываться, не ошиблась ли я в человеке, а именно в тебе. Грубые и укорные мысли, они лезут как черви, и от них не убежишь. Про любовь я не говорю, с ней все ясно, а в человеке. Попробуй ответить, если сможешь, ведь и ты, как я вижу, начал сомневаться. А это очень печально для меня. Не думала и не гадала, что ты можешь еще сомневаться. Постарайся отвечать на мои вопросы. На этот раз письмо короткое. Жду твои мысли и мнения. Кстати, место работы я поменяла. Работаю за Двиной. Пиши о себе, не огорчайся и не горюй. В следующий раз письмо будет длиннее. Я никогда не жалела и не буду жалеть о том, что я кого-то жду.
Ведь гораздо лучше жить одной надеждой и ожиданием, чем жить пустой жизнью, с кем-то знакомиться, встречаться и тратить попусту время, которое так дорого. Ты прекрасно знаешь, что я не была из вертихвосток, не любила случайных встреч. Теперь я стала еще серьезнее и старше. Какая там красота! Может, тогда у твоего зеркала с распущенными волосами и была красивой, но это прошло. Да, помнишь ли ты Регину, которая ходила столиком? Часто думаю, зачем такие люди живут? Иногда встречалась с ней и не о чем поговорить. Притом, скоро она собирается замуж. Вот такие дела. Ты пишешь, что я тебя огорчила. Ничего, переживешь. А что не верю тебе, так в этом ты не прав. Я открыто сказала, что думала, ведь лучше сказать в глаза, чем за спиной. Такой уж я человек, многим не нравлюсь за это, даже тебе. Интересно, ты пишешь про постороннее лицо, что ворвалось в жизнь без разрешения. Позволь узнать, я спрашивала у тебя разрешения на все это, глупенький. Ведь я хотела знать твое мнение, хотя заранее уже знала его. Ты не постороннее лицо. Ты хороший человек, а выйдешь, станешь больше. Ведь любила и не хоронила, любовь жива. Переписку кончать и не думаю. Зачем? Бросать тебя? Если единственное ты так хочешь. Как назло, ручка не пишет. Ты пиши, рассказывай. Интересно, что ты делаешь в свободное время? Вчера вечером получила твое письмо. Ночью, как ни странно, разговаривала с тобой и слышала твой голос. Он был еле уловим, но он был какой-то чужой. Прости, последние дни что-то очень плохо себя чувствую. Может, от этого. Да, еще хотела написать, что у меня совсем не идет так гладко, как может показаться. Да, это так. Будни нашей жизни. Очень хочется поговорить с тобой наяву. Но ничего, придет это время. Мы должны, обязаны дождаться. Да, прошу твоего объяснения, что значит «Амигос». Раньше ты писал «Айварс», а теперь не пойму. Объясни. Ну вот, кажется, и все. Большое спасибо за стишок. Очень хороший. Постараюсь ответить тебе теплотой и любовью. Здравствуй, Айвор. Получила уже 2 письма от тебя, а сама не пишу. Оправдываться не буду, виновата. Сейчас пишу письмо и не знаю. Оно не получится, нет настроения. Да, большое спасибо за поздравление, хоть и позднее. Ты меня впервые за 4 года поздравил. Это смешно и печально, но я была затронута. Разреши теперь тебя поздравить с твоим днем рождения. Пожелать тебе всего самого наилучшего. А самое главное, имей всегда голову на плечах и не делай глупости. Сколько же тебе исполнилось? 20 или 21? Сколько? Время так бежит, даже не замечаешь. На сегодняшний день Айвору около 67 лет, и Лене, вероятно, примерно столько же. Меня мучает вопрос, ну сколько же тебе лет? Господи, пытаюсь вспомнить и не могу. Мне иногда кажется, что понемногу начинаю сходить с ума, а потом все проходит. На душе весело. И так все время. День за днем, час за часом жизнь уходит. Работаю, сплю, ем, существую. Когда это кончится? Неужели ты не выйдешь раньше срока? Еще 1,5 года. Это много и мало. Это я все про себя. Как ты? Ты уж не обижайся, что я так давно не писала. Я всегда была с заскоками. Как все странно устроено. Айвор, пишешь ли ты отцу? С кем ты переписываешься еще, кроме меня? Не нужна ли моя помощь? Может, деньгами или еще чем? Ты не стесняйся.
Я очень болела, теперь, слава богу, все хорошо. Напиши мне какую-нибудь песенку или стишок, они мне так нравятся. И здесь снова стихотворение. Еще раз поздравляю, Лена. Здравствуй, Айвар. Письмо твое получила, но не очень рада. В последнее время, надо признать, я тебя не понимаю. Ты все время что-то не договариваешь и умалчиваешь. Я все ждала, что ты сам начнешь серьезный разговор, но ты только намекаешь. Что значит твое слово «не споткнись»? Непонятно вообще, прошло столько времени, как мы не видели друг друга. Недавно только стали переписываться. Ты не подумал, сколько ведь воды утекло с тех пор, как мы познакомились? Ты ни разу не спросил, чем я занимаюсь, увлекает ли меня работа. Ты не интересуешься моим духовным миром. Ты говоришь о любви как о вещи. Разве так можно? Я боюсь, что когда ты выйдешь, ты разочаруешь меня во всем. Ты не увидишь 15-летнюю девочку, безумно влюбленную. Как этого всего ты не понимаешь? 20 лет старик. Какой же ты старик? Ты просто сам, духом, ни о чем не думаешь, только о себе. Как ты жесток. Может, я и хороша, но иначе я не могу. Сколько можно говорить о какой-то любви? Время покажет. Прошло уже 3 года, как я тебя знаю. Мне уже 18 лет, а тебе 20. Не так уж стар. Время для меня не стоит на месте. Что будет дальше? Что, интересно, ты ответишь на это все? С приветом и массой наилучших пожеланий к тебе, Лена. Все 4 письма от тебя получила. Большое спасибо. Ты, пожалуйста, не обижайся, что я так долго тебе не писала. Какая же я свинья. У тебя были именины, а я тебя не поздравила. Видишь, какая я плохая у тебя. Айвор, в своем письме ты задаешь вопрос, жду ли я тебя. Конечно, вот глупенький. Дорогой ты мой, смотрю, что ты очень поумнел. Не знаю, на пользу тебе это или нет. Большое спасибо за новогодний подарок. Я сначала не знала, радоваться или сердиться. Это было так все неожиданно, вся эта история. Забытые воспоминания. Ведь перед тюрьмой мы почти не встречались. Только когда я узнала, что ты уходишь в армию, я пришла. Все как в сказке. И все не так, как у людей. Видно, мне так и надо. Ты обижаешься, что я не прихожу на свидание. Во-первых, очень мало времени, но не в этом дело. Во-вторых, я боюсь той минуты свидания. Я боюсь, говорю тебе откровенно. Ну что еще тебе написать? Спрашивай, пиши, я очень жду. И стихотворение. Вот представь, у нас все хорошо, переписка у нас продолжается, и вдруг я встречаю человека и влюбляюсь, ведь это закон жизни. Тогда уже я тебя не жду. Боюсь, что ты меня можешь сейчас просто не понять. Когда ты вернешься, мы и эту тему затронем. Возвращаюсь к несказанному. Ну вот, а пока, кроме своей первой любви, второй я еще не повстречала. Жду ее, свою первую любовь. А если у меня будет семья потом, то мы забудем первую и вторую любовь. Такова жизнь. Не знаю, понял ли ты меня или нет. Да все равно. Какая тебе разница, почему я тебя жду? Никто не может мне этого запретить. Люблю и жду. Ну вот и все. А может, хочешь сказать, что у тебя есть другая? Ну, до свидания. Во-первых, хочу спросить, что случилось.
Почему такое длительное молчание? А может, это мне просто кажется. Сейчас я в отпуске. С 15 июня по 15 июля. Дни солнечные бегут быстро, а пасмурные тянутся долго. В хорошую погоду езжу с Борькой загорать. На море очень хорошо, вода теплая. Уже загорела, коричневая хожу. А сейчас опять погода испортилась, холодно. Я очень волнуюсь, потому что ты не пишешь. Может, что-нибудь случилось? Заходила к твоему отцу, но его не было дома. Возле твоего дома встретила твоего бывшего дружка Толика. Он вернулся уже с армии. Был очень удивлен, что я иду к твоему отцу, сам пьяный. Неприятная встреча. Вот такие мои дела. Вчера перечитывала почти все твои письма. Их около 30 или даже больше. Новогодний подарок не распечатала. Что же сказать? Так и не так. Можно позвать. И здесь стихотворение. Прости, что снова решила тебе написать. Ты знаешь, так тяжело сейчас, не знаю, что делать. Только что вернулась с больницы. На душе очень неспокойно, в такие минуты я стараюсь вспоминать прошлую жизнь. Перечитываю твои письма. Становится как-то легче. 2 письма твои даже ношу все время с собой. Спасибо за новогоднее поздравление. Да и вообще, что ты мне писал. Все правильно, я же всегда была свиньей. Не поздравила ни с днем рождения, ни с Новым годом. Ты как-то писал, зачем ты мне раньше не сказала, что все кончено? Какая же ты все-таки? Не говори, что никто тебя еще не оскорблял, что я первый. Ложь. Это только несколько слов тобой написанных. Хочу спросить, что все кончено? Ты разве кончаешь там в тюрьме? Есть с кем? Извини, обидеть тебя не хотела. Ну что же кончено? Жизнь? Нет, мы живем и долго еще собираемся жить. А ты пишешь кончено. Ерунда. Насчет оскорблений ты прав. Не ты единственный оскорбил меня, но ты был первым. Первым меня оскорбил. И причем у себя же дома. Ты был первой моей любовью. До тех пор, когда где-нибудь играют и поют на гитаре, мне становится не по себе. Тебя, дурака, вспоминаю. Ну все. Мне стало легче. Ругать и обижать тебя не хотела. Скоро совсем я тебя где-нибудь увижу в городе, если доживу. До свидания. Извини, что написала тебе. Не верь, это была минутная слабость. Пишешь мне, что мы чужие. Как всегда, закон жизни. На добро отвечают подлостью. Обидно, очень обидно. Хватит оскорблений, хватит. Ведь я тебя любила. Я тебе сказала, что люблю. А ты был черствый пень. Пишешь мне, а у тебя нервы сдают. Нервные стали слишком. Так не надо было писать. Беречь себя от кого и для кого. Ведь теперь не для кого. Я помню, как мы целовались, я с открытыми глазами. Помню и твою родинку над губой. Привет из маленького Парижа. Так когда-то ты начал свое письмо. Смешно сейчас. А вообще все так. Хочется очень тебя увидеть. Так пролетело это время. Ничего, абсолютно ничего не сделано. Постарели, подурнели, вот и все. Единственная к тебе просьба. Когда выйдешь, пожалуйста, не приходи ко мне. Я сама приду куда угодно. Только кинешь мне записку. Ты не подумай ничего плохого. Замуж я не вышла и не собираюсь. Просто так надо.
Я все должна сама и первая посмотреть, поговорить. Я боюсь, что ты меня не так поймешь. Но так очень надо. А теперь здравствуй. Я ведь еще не поздоровалась. Спасибо за поздравление. Ты меня поздравляешь. На все праздники никогда не забываешь. Спасибо. Ну, а теперь о твоем письме. Неплохое. Игнорировать не буду. Смешно немного. Вот такие дела. Живу, работаю. Да, как-то видела Толика. Спился совсем. Уже когда пришел с армии. Ходит в армейских брюках. Ты хоть отцу пишешь или нет? Он и так знает, что уже совсем скоро. Ну вот и все. Может, и не все написала, но пока кажется все. Получила твое письмо. Спасибо. Да, и мне страшновато. Когда-то в самом начале, помнишь, как все казалось таким далеким и долгим? Сейчас даже не верится, что прошло 3 года. 3 трудных и долгих года. Мне иногда кажется, что это все неправда, что никогда этого не будет и не было. Я будто снова учусь в 8 классе, хотя многое уже поменялось. И двери в школе другие, и учителя. Странно. А как хотелось бы снова сесть за парту, но поздно. Ты, главное, не волнуйся. Может, поначалу тебе и будет трудно, но ничего не поделаешь. Потом будет все как надо. Ты хочешь, чтобы я пришла к тебе 26 апреля вечером домой? А будет ли это удобно? Ведь дома будет отец и его жена. Они захотят с тобой поговорить, и я приду не к месту. Ты подумай, пожалуйста, над этим. Я надеюсь, ты уже написал отцу. Мне не очень удобно к нему заходить. То никого нет дома, то есть, но вдруг он не один. И я приду и помешаю. Но не знаю. Не гадай, пожалуйста, как я встречу. Конечно, обрадуюсь, что все муки будут позади. А остальное ерунда. Все будет хорошо. Мы поговорим, если не обо всем, так хотя бы о половине. Но все будет хорошо. Посмотри на фотографию. С ума схожу от безделья. Только не подумай, что я обрезала волосы, они на месте. Ну вот и все. Почему твое письмо было таким коротким? До свидания. Вот такая интересная история любви из 70-х годов. Очень надеюсь, что у этих людей все закончилось хорошо, что они вместе по итогу и что они до сих пор живы. Берегите свою любовь, товарищи, а особенно первая любовь, она дорогого стоит. Возможно, кто-то скажет, не стоило читать чужие письма, особенно такие личные. Но давайте будем честны. С тех пор прошло много времени, уже около 50 лет. И люди, герои наших писем, я думаю, вспомнят об этих временах лишь с улыбкой на лице и с ностальгией. Да и как узнать о том, как раньше жили люди, если не из писем? Что ж, спасибо всем, что смотрели, и удачи вам, и до новых встреч, дорогие мои зрители.